Меркурий находится относительно близко от Земли, но его изучение всегда сопровождалось множеством трудностей. Из-за близости к Солнцу его можно наблюдать на небе лишь у самого горизонта, либо незадолго до восхода, либо сразу после захода. Именно поэтому древние астрономы принимали Меркурий за два разных небесных тела и давали им разные имена. Только совершенствование наблюдательной аппаратуры позволило ученым постепенно раскрыть некоторые тайны этого необычного мира. Накопленные данные показывают, что Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы. Между прочим, его по массе превосходит даже ряд спутников. Его радиус составляет 2440 километров, что примерно 38% радиуса Земли. Небесный объект примечателен своей почти идеально круглой формой. Разница между его экваториальным и полярным диаметрами не превышает 1 километра. В то же время, несмотря на скромные размеры, у Меркурия удивительно большая масса. Она равна 3,33 умножить на 10 в степени 23 килограмма, что примерно составляет 5,5% массы Земли. По сравнению с небесными объектами, близкими по размерам, Меркурий тяжелее вместе взятых Ганимеда и Титана. И это несмотря на то, что диаметр обоих этих объектов больше. Вероятно, это объясняется наличием массивного металлического ядра радиусом до 2000 километров, которое составляет около 57% объема планеты. Ядро окружено мантией толщиной около 400 километров, состоящей из расплавленных силикатных пород. Мантия, в свою очередь, покрыта твердой корой толщиной от 15 до 37 километров. Поверхность планеты сильно усеяна кратерами. Их анализ показывает, что небесное тело не было заметно геологически активно в течение последних 3,8 миллиарда лет. Яркий солнечный свет затрудняет наблюдение Меркурия в телескоп. Однако до второй половины 20 века это был единственный способ изучения планеты. Все изменилось в 1974 году, когда космический аппарат Mariner-10 достиг окрестностей планеты. Он сфотографировал 45% поверхности небесного тела, а также измерил ее температуру и магнитное поле. Кроме того, датчики зонда зафиксировали исключительно разряженную атмосферу, состоящую из гелия и других газов. Через 30 лет, 3 августа 2004 года, с поверхности Земли стартовал еще один космический аппарат – Messenger. Ему понадобилось долгих 11 лет, чтобы достичь цели, но маленький зонд преодолел все препятствия и в конечном счете выполнил свою миссию. В период с 2011 по 2015 год Мессенджер передал на Землю сотни тысяч изображений для изучения, включая снимки почти всей поверхности Меркурия. Благодаря этим снимкам были получены важные данные о внутреннем составе небесного тела и выявлены различные особенности рельефа планеты, в том числе уникальные для Солнечной системы. Также датчики Messenger помогли получить сведения о солнечном ветре и его необычном взаимодействии с магнитосферой планеты. Меркурий движется по вытянутой эллиптической орбите вокруг Солнца, полный оборот по которой занимает 88 дней. В перигелии планета приближается к Солнцу на 0,31 астрономической единицы, а в афелии расстояние в 1,5 раза больше – 0,47 астрономической единицы. Орбитальный резонанс Меркурия, уникальный в Солнечной системе, представляет особый интерес. Его звездный день равен 58,65 земным суткам, что составляет 2/3 меркурианского года. Это приводит к тому, что планета при перигелии поочередно обращена к Солнцу сначала одной стороной, затем другой. Эти области получают наибольшую солнечную радиацию и называются горячими меридианами.
Одна из таких областей включает крупнейшее геологическое образование на Меркурии, обозначенное на картах как Caloris Planitia. Это название, которое переводится как «обожженная равнина», полностью оправдано, поскольку здесь температуры достигают 700 кельвинов или 427 градусов Цельсия, что делает этот район самой жаркой точкой на планете. Равнина представляет собой гигантский ударный кратер диаметром 1550 километров и занимает около 2% общей площади Меркурия. По оценкам, кратер образовался примерно 3,9 миллиарда лет назад после столкновения планеты с крупным астероидом диаметром до 100 метров. В то время Меркурий был молодым и горячим протопланетным телом. Удар, вероятно, разрушил значительную часть коры, которая едва успела затвердеть, и расплавленная лава растеклась по обширной площади поверхности планеты. При охлаждении и затвердевании равнина оказалась ограниченной скалистой корой, напоминающей яркое светлое пятно, легко заметное на фоне темных окружающих долин. Поверхность Caloris Planitia усеяна большим количеством кратеров диаметром до 100 километров. Однако самой выдающейся деталью этой равнины являются пантеонские фоссы – Pantheon Fossae. Уникальная для Солнечной системы структура представляет собой радиально расходящийся набор из 230 борозд или расширенных разломов шириной от 1 до 8 километров. Большинство борозд не превышают 175 километров в длину, тогда как некоторые простираются значительно дальше. Недалеко от центральной точки пантеонских фосс расположен сравнительно крупный кратер Apollodorus. Однако до сих пор неизвестно, связано ли его появление с возникновением этих борозд. В настоящее время существует несколько гипотез происхождения пантеонских фосс. Согласно одной из них, гигантские трещины возникли в результате тектонической активности. Другая связывает их появление с остыванием планеты. Caloris Planitia – место огня и света. Однако, сдвинувшись немного к северу, мы наткнемся на страну льда и тьмы. Наклон оси вращения Меркурия очень мал, поэтому его полярные регионы постоянно погружены в сумрак. Солнце здесь либо висит у самого горизонта, либо вовсе не появляется в небе. Его лучи не достигали дна некоторых кратеров на протяжении миллионов лет. Неудивительно, что Borealis Planitia, равнина, окружающая северный полюс планеты, является самой холодной областью на Меркурии. Температура в некоторых ее районах составляет около 80 кельвинов, что на 193 градуса Цельсия ниже нуля. В тени горных хребтов у кратеров были обнаружены залежи водяного льда. Они достигают 2 метров в толщину и покрыты слоем каменистой пыли, препятствующей испарению льда. В то же время некоторые возвышенности, которые все же получают солнечные лучи, могут нагреваться до 380 кельвинов или 107 градусов Цельсия. Интересно, что такие контрастные участки поверхности могут находиться практически рядом друг с другом, но разряженная атмосфера планеты не позволяет им эффективно обмениваться теплом, поэтому резкий температурный контраст сохраняется. Наш тур переносит нас в более южные широты, практически на той же параллели, что и Caloris Planitia, но в 3500 километров к западу находится один из крупнейших кратеров Меркурия – Рахманинов. Его диаметр достигает 290 километров, и ему примерно 1 миллиард лет. В его центре возвышается высокая кольцевая вершина. Она состоит из высоких горных пиков и имеет диаметр порядка 130 километров. Породы в этой зоне отличаются от остального ландшафта. Они имеют красноватый оттенок, а на поверхности можно различить следы застывших потоков. Считается, что эта структура имеет вулканическое происхождение и является следом одного из последних событий вулканической активности на планете.
Также именно здесь зарегистрирована самая низкая точка рельефа Меркурия – минус 5380 метров относительно среднего уровня планеты. За пределами центрального кольца находятся сравнительно ровные и темные пространства. Двигаясь южнее, мы увидим гигантский обрыв, протянувшийся на 820 километров с юго-запада на северо-восток. Он называется Enterprise Rupes и в некоторых местах возвышается на несколько тысяч метров. На Меркурии есть немало разрывов такого рода, но Enterprise Rupes самый большой из них. Считается, что эти причудливые формы рельефа возникли по мере охлаждения планеты. Когда внутренняя часть Меркурия утратила часть тепла, небесное тело слегка сжалось, потеряв примерно 1% объема. Это деформировало литосферу планеты и вызвало образование гигантских складок. Почти половина Enterprise Rupes расположена на территории крупнейшего кратера Меркурия, названного Рембрандт. Его диаметр составляет 716 километров, и в широкой котловине размещено множество меньших форм рельефа. Например, от внешнего кольца кратера к его центру тянутся небольшие горные хребты. Их ширина колеблется от 1 до 10 километров, а длина может достигать 180 километров. Еще один хребет формирует кольцо диаметром около 450 километров. На дне кратера также видно сложное переплетение глубоких трещин, напоминающее паутину. Предполагается, что более детальное изучение пород, образующих поверхность кратера, поможет лучше понять внутреннее строение Меркурия и процессы, происходящие в его недрах. Несмотря на пристальное внимание астрономов и прогресс наблюдательных методов, Меркурий остается загадочным и во многом неизученным. Однако даже Меркурий не может оставаться неизведанным вечно. Уже сейчас космический аппарат Беппи-Коломбо находится в пути и быстро приближается к этому небесному телу. Беппи-Коломбо — совместный проект Европейского космического агентства и Японии. Оборудование на борту аппарата поможет собрать данные о составе поверхности и атмосферы планеты, изучить магнитосферу и солнечный ветер, а также обновить информацию о проявлениях рельефа. Беппи-Коломбо уже пролетал мимо Меркурия, но впереди еще предстоит выполнить несколько сложных маневров для снижения скорости и выхода на рабочую орбиту вокруг планеты. Ожидают, что это произойдет к 2025 году, после чего аппарат начнет сбор и передачу научных данных. К сожалению, потребуется еще время, прежде чем зонды посадятся на суровую поверхность Меркурия. Экстремальные условия и трудности доступа делают эту планету исключительно сложной для исследования. Тем не менее, со временем она обязательно отдаст нам свои тайны. Несмотря ни на что, исследование Вселенной продолжается, и нам приятно наблюдать этот процесс вместе с вами. Не стесняйтесь отмечать наши усилия лайками и подписываться на наш канал, чтобы узнавать больше о космосе. И давайте поддерживать связь.